Здравствуйте! Вы на канале Alchi, и сегодня мы представляем вашему вниманию программу, которая называется DEEDS – Digital Electronics Education and Design Suite. Особенностью программы заключается в том, что она специально создана для обучения и обладает всеми необходимыми свойствами, чтобы помочь тем, кто осваивает цифровые системы. Причем не только на стартовом уровне, но и уже продвинутым специалистам. Можно с помощью этой программы на основе экспериментов и исследований выяснять множество нюансов работы электронной техники. Она создана в университете Генуи командой авторов под руководством профессора Юлиано Донзеллини. Важно отметить, что DEEDS — это не одиночная программа, а целый комплекс. Кроме симулятора схем, в него также входит редактор конечных автоматов, Finite State Machine и эмулятор микрокомпьютера для моделирования процессорных систем. Программа является полностью бесплатной, и вы можете скачать ее с официального сайта, адрес которого вы видите на экране. Знакомство с интерфейсом. Итак, давайте мы пройдемся по интерфейсу. Начнем мы с меню «Файл». Здесь все стандартно. При старте программы сразу создается новая схема, и поэтому у нас опция создания новой схемы может быть неактивной. Меню редактирования и управления внешним видом также стандартные. А вот самое интересное начинается в разделе Circuit, то есть схемы. Здесь у нас расположена библиотека элементов. Все компоненты разделены на классы, соответствующие темам УЗ курса по цифровой схемотехнике. Комбинационная логика, арифметика, последовательная логика и так далее. Мы еще вернемся к библиотеке чуть позже, когда будем создавать схему. Дальше, следующий раздел — это Simulation, симуляция. Здесь есть два основных способа симуляции. Первый — это так называемая интерактивная анимация. С ним мы познакомимся в этом видео. И второй — это построение временных диаграмм для более глубокого анализа. И, как я уже говорил, программа создана специально для обучения, поэтому образовательный раздел у нее представлен очень хорошо. Есть отдельное меню Learning. Здесь есть специальный раздел с демонстрациями, обучающие материалы и ссылка на книгу Introduction to Digital Systems Design, которая построена в едином стиле с программой. Все обозначения и вся терминология в них полностью совпадают. В меню Options у нас управление внешним видом и настройка интерфейса. Ну и, естественно, у нас есть Help. Создание и симуляция первой схемы. Итак, давайте попробуем создать простейшую схему. Возьмем обычную комбинационную логику. Сначала создаем саму схему. Пусть у нас будет простейший элемент 2 и не, NAND. Далее задаем входные и выходные сигналы. Входные сигналы задаются такими удобными элементами, как Input Switch. Задаем имя. И выходной порт, пусть это будет Y. Далее берем инструмент Wire, провод, и соединяем. Клавиша Escape, как обычно, это закончить рисование. Снова берем инструмент и соединяем. Все, схема наша готова. Теперь мы хотим посмотреть, как она у нас работает. Мы ее будем смотреть в режиме анимации. Это так называемый почти ручной режим. Для того, чтобы его запустить, мы нажимаем кнопку Start Animation. Надо сохранить схему. Теперь у нас симуляция запущена. Активно стала кнопка Stop Animation. И клик по переключателю изменяет у нас состояние схемы. Останавливаем. И давайте маленько усложним. Теперь вместо статического входа поставим генератор тактовых импульсов, динамический элемент. Назовем его Gen. И нажимаем на старт. Чтобы увидеть на экране динамические изменения, мы включаем симуляцию. Теперь мы видим динамику, что у нас начинает работать генератор. И если мы теперь поставим здесь единицу, то видим изменения на выходе. Это очень удобно для работы со сложными схемами. От симуляции к аппаратному обеспечению.
А теперь, как и обещал, рассмотрим одну из самых мощных возможностей DITS — прототипирование. Давайте зайдем в раздел «Прототайпинг», посмотрим, как у нас стали активны эти опции. Первое — это экспорт в HDL. Просит сохранить — сохранили. Он показывает, куда он записывает выходные документы. И здесь мы видим сам текст, который описывает нашу схему на языке описания аппаратуры. Этот код генерируется автоматически, что сильно упрощает жизнь начинающим. И то же самое у нас происходит и с прототипированием для FPGA. Если мы зайдем сюда, здесь есть привязка к конкретным платам. И теперь мы можем привязать входы и выходы к конкретным пинам, которые определены на этой плате. И дальше создать проект, например, в Quartus или Vivado, и уже откомпилировать и загрузить конфигурацию в Please. Этот бесшовный переход от симуляции к реальному железу — одна из главных идей DITS. Заключение. На этом первое знакомство можно считать законченным. Мы рассмотрели интерфейс программы, научились создавать и симулировать простые схемы и, самое главное, увидели, насколько мощными являются функции для перехода к реальному аппаратному обеспечению. На этом все. Вы были на канале Alchi. Подписывайтесь, помогайте нам распространять ценные знания. Всего доброго.